2025 год. Привет, дорогие подписчики и гости канала, друзья! Это год, когда не только мир, но и сами BTS проходят через мощный астрологический апгрейд или, грубо говоря, астрологическое обновление. Новые энергии, новые проекты, новые смыслы, и все это под знаками Урана, Плутона, Водолея, большие планетарные циклы. Плутон в Водолее, энергия будущего, технологии, коллективного сознания, комьюнити. Что касаемо BTS, это глобальный феномен у группы BTS, это соединение, единство. И 2025 год это вот мы видим. Уран в Близнецах, новые форматы коммуникации, контент, искусственный интеллект, интерактив. И фанаты, что немаловажно, всю информацию берут с социума, становятся соавторами. То есть, что это имеется в виду? То есть, во-первых, фанаты их поддерживают, помогают им. Что касаемо, например, выставки, благотворительности, ну и можно перечислять, в общем. Сатурн в рыбах, духовность, интуиция, искусство, эмоции, больше личного контента, честности и музыки от сердца. Лайфы вот Чунгука, прям реально от сердца. Тому единственному, тем единственным, в общем, да. BTS не просто адаптируются, они как будто предчувствуют циклы, и мы это видим. А теперь для каждого знака. Я буду говорить, сегодня у нас видео посвящено всей группе BTS. А почему? Астрологический прогноз, вы же пишете вот на всю группу. На всю группу. Чунгук, начнем с Чунгука. Дева, он у нас точность, перфекционизм, но через Уран получает гибкость и уязвимость. И для Чунгука карту. Карта семерка жезлов. Эта карта очень тесно связана с 4-м домом гороскопа. Карта семерка жезлов отстоят свои какие-то позиции. Есть четкая установка, он знает, что ему нужно от жизни, вкладывается в себя по этой карте, ищет новые пути, хотя бы вот как бы пройти в ту пещерку и, в общем, забрать все те сокровища мира. В общем, есть такое желание. Семерка жезлов – это реальное вложение в себя, понимаете, да? Карта, знаете, без борьбы эту пещерку-то не откроешь без усилий. Карта стойкости, преодоления, какие-то препятствий на что касаемо будущего, на своем пути. Карта, скорее всего, какого-то испытания и преодоления. Ну и карта, знаете, вот даже если на картинку мы посмотрим, преодолею вот эти препятствия, потому что я стою на вершине мира, и вот эта золотишко, которая там, да, золотое макне, у моих ног. И еще карта нового какого-то уровня, самоутвердиться, вот об этом карта, десятка пентаклей. Я говорила, что с 4-м домом связано, это вот имеет свой дом, видели, построил дом, вот. Для себя, для семьи, в общем, да. Здесь он сам лично вышел. Это паж мечей, и карта также может говорить, да, познание чего-то нового. Паж мечей может говорить карта, он, например, о музыке, карта связана с интернетом, с электронным, и карта говорит, возможно, о каком-то новом направлении. Вот в этой карте есть творческие риски, и преодолеть их. А в этой карте, ну, например, новые какие-то, что касаемо в музыке, новые какие-то направления. Карта еще связана с обучением, познанием. А вообще, можно сказать, вот во всех картах есть своего рода изменения, что касаемо творческого пути. Потому что вот десятка пентаклей вышла, остановка может, да, и как бы что-то поменять, что касаемо своего будущего в музыкальном направлении. Вот, возможно, мы что-то увидим. Потому что паж мечей это реально дает на публику. Дальше у нас Чимин. Чимин у нас весы, баланс, эстетика, эмоциональная дипломатия, будущее.
Чимину будущая карта. Карта мир. Возможно, по этой карте он в ближайшее время отправится за рубеж, когда вы будете смотреть мой расклад. И, возможно, вот в дорогу. А еще карта связана с путешествием. Вот мне пришло. Это карта рождения чего-то новенького. И тоже десятка пентаклей ему вышла. И четверка пентаклей карта вышла. Очень хорошие карты вышли. Карты есть, в картах присутствует, например, общение с социумом. Может, в ближайшее время, я сегодня вот делаю расклады, в ближайшее время мы увидим Чимина. Возможно, он выйдет в лайв, пообщается вот по карте, да, из дома. Десятка пентаклей, допустим, будет говорить о каком-то материале, да, который у него есть. Ну, к примеру, да, что касаемо контента. И по карте мир вот предоставить на обзор всему миру, например, может быть вот по десятке пентаклей то, что наработал, да, что есть реально, в общем, да. Где-то я буду подлиннее, где-то я буду покороче. Намджун дева с урановским мышлением. И если Чунгук тело интуиции девы, то Намджун ее разум и философия. Он всегда был мозгом группы, стратег, аналитик, человек структуры. Но 2025 год подталкивает даже его отпустить контроль и довериться потоку. Сатурн в рыбах помогает ему искать не логику, а смысл в жизни. Плутон Водолей усиливает его как мыслителя нового поколения, темы сознания, экологии, искусственного интеллекта, связи между людьми. Его голос становится не просто лидерским, а смыслом перехода от системы к сознанию. Давайте нам Джуну на ближайшее будущее, карту, вот такая карта. Вышла карта Паж мечей. В принципе, карта очень тесно связана, ну, например, с мышлением, потому что это все-таки мечи. Поиск нового пути в жизни, тоже карта об этом. Вот, преодолеть, что касаемо каких-то, опять же, трудностей на своем пути. Это может быть он сам лично, это рыцарь мечей. Вообще две мечевые карты такие вышли прям очень уж мыслительного процесса. Ну, в общем, карты говорят, да, о мозг группы, в общем, да. И здесь позаботиться вот о младших. Вот прям четко считали карты, но мы эту карту вот посмотрим в будущее. Ну, карта, если мы даже посмотрим, мы видим, да, настороженность, еще карта обучения, учится чему-то новому, карта адаптации, подстраивается под современный мир, скажем, сообразить, скажем, ну, не на троих, в общем, да, карта сообразительности, ума. Можно сказать еще замкнутости, продумать следующий шаг, что касаемо будущего. Ну, в общем, карты считали. Коротко я еще под видео напишу заметочки небольшие. Ну, можно посмотреть, например, сезонность и сочетание три карты, что конкретно может произойти в ближайшее время. Под видео смотрите. Или в телегу. У нас есть платная телега. Переходите в платную телегу. Мы там разбираем расклады Таро. Группа детей. Дальше мы смотрим Тахиона. Тахион Водолей. Артист будущего. Ну, скажем, по асценденту Водолей, по солнышку Козерог, он и есть лицо эпохи Водолея с Плутоном. В его знаке 2025 год делает его главным мостом между прошлым и будущим. Он меняет правила эстетики, уходит от классического айдол-образа в концептуальное искусство, кино, джаз. И приходите, смотрите расклады на Бусти. Кстати, мы там какие-то делаем прогнозы, в общем. Приходите. Его энергии я не соответствую, я создаю. И об этом он говорит в своих интервью. Это и есть Водолей в чистом виде. И на будущее ему карту. Вот такая карта. Карта Отшельник. Ну, тоже связана. Ну, а в принципе, почему у них такие карты выходят? Нового пути, поиска нового чего-то. Ну, это и нормально. Отшельник у нас 6-й дом гороскопа. Знак Дева. Работа. Здоровье. Вот отшельник в эту тему. Но его связывают очень часто с 9-м домом гороскопа. А это может быть, вот, опять же, поиск каких-то решений, познание чего-либо, расширить свой кругозор, что касаемо общения, возможность с различными какими-то группами, карта зарубежья, с этим карта связана.
Вот, скажем так, пробить себе окно, возможно, вот в тему зарубежья. Пятерка жезлов вышла. Тоже карта коллектива, с коллективом связана. И вышла рыцарь чаш. Вот такая карта. Это может быть он сам лично персонаж вышел. И вот карта говорит о поиске чего-то нового, что касаемо творчества. А может быть, как раз речь идет, вот отшельник, это может говорить о каком-то мостике между там прошлым и будущим. Может быть, об этом карта. Вот такие 3 карты ему вышли. Но также короткие заметки читаете там под видео или приходите в телегу, мы там все разбираем, в общем. Дальше у нас Шуга. Близнецы, резонанс с Ураном, 2025 год, его год. 2025 год, конечно, подходит к концу, и мы не говорим сейчас, например, о что прошло, мы говорим о будущем, о ближайшем будущем, да, возможно, что у них будет в последние месяцы, там, да, до конца года. Но я часто делаю расклады, делаю им астрологические прогнозы. Поэтому 2026 год еще впереди. В общем, мы с вами общаемся и как бы узнаем, что у них там будет в 2026 году. Когда 2025 год, это год Шуги, мы его не видим на самом деле, да, он не выходит корми, но он ведет свою деятельность, и Уран входит в Близнецы, и это связано там с креативом, речью, контентом и резкое ускорение. Ну, почему мы в Лос-Анджелесе его видели? Но также не забывайте про его клинику. Он станет медиатором эпохи, соединяет личное, коллективное, рэп, философию, и вот здесь в тему, да, клиника, звук, идею, я об этом вот намекаю. Шуга – это голос Урана в Близнецах, прямой, дерзкий, но осмысленный. И для него карту, вот такая карта. Ну, 7 мечей. И 7 мечей, конечно, может говорить. Вот я сразу подумала о клинике, и здесь, видите, девушка рисует картину, и я думаю, возможно, в тему этого вышло. Потому что 7 мечей очень часто выходит на какие-то государственные учреждения. Вот мы о клинике и говорим. Это королева мечей вышла карта. Тоже говорит карта, рассмотрел какие-то варианты, что касаемо будущего, есть четкое направление. По королеве мечей карта связана дать знания кому-то. Колесница вышла карта. Карты вышли идейные и продвигать, в общем, эти идеи. Вот такие карты вышли. Ну, карты-то вышли, знаете, все такие активные карты вышли. Хотя мы его не видим, но в принципе вышли активные карты. Но мы же на ближайшее будущее, поэтому я оставлю там короткие заметки какие-то. Дальше у нас Джин. Возвращение мастера. Вот концерт его, последний концерт, не последний, а предпоследний, вообще его концерт, который прошел. Его архетип ответственность и зрелость. После военной службы он возвратился как символ стойкости и верности. Естественно, поддерживает младшеньких. Плутон в Водолее показывает его новую роль, не просто старший мембер, а учитель, наставник. Он несет стабильность в мире перемен. Вот такая карта ему. Ну, вообще вышло, видите, вот он беспокоится о младшеньких, взял, так сказать, заботу о них. Вот прям карта вышла, да? Это, наверное, основная тема, что касаемо карт повешенной вышла. Вот. И карта тройка мечей. Возможно, человек подумал, карты говорят, в общем, о том, что да задолбали они мне, эти младшенькие, понимаете, может быть так карта. Ну, мы так не будем говорить, в общем, да, вечно с ними нужно вот возиться, да, но никуда не денется, в общем, он их поддерживает и заботится о них, в общем. Хочу сказать, что в этих картах вышли и учитель, вышли карты и наставника, а еще карты вышли реальных перемен. И, возможно, вот именно показать новую роль. И мы вспомним концерт Джина, да, где он, в общем, там показал, как он, в принципе, вот что касаемо даже Тефиона, как
он о них заботится. Дальше у нас Хасок, энергия единства. Как и Тахион, он резонирует с эпохой Плутона Водолея. Но если Тахион концептуальный артист, то Джей Хоп объединяющий. И здесь мы видим реально, вообще-то я вот этот анализ, это четко астрологический, но как астрология реально с тем, что на самом деле происходит у мемберов. И что касаемо гороскопов, астрологических прогнозов, мы это наблюдаем, понимаете, я о чем, да? Объединяющие. То есть он вот поддержал группу девочек и, в общем, с девочками спагетти, песенка у них. И, кстати, сколько челленджей на эту песню. И классные такие песни, ее танцуют все, в общем, да. И сами айдолы, и вообще просто простые люди. Посмотрите, очень много челленджев. И я, возможно, что-то прикреплю. Его творчество всегда было про свет, вдохновение и коллективную энергию. 2025 год – усиление. Через креативные коллаборации мы это видим, социальные проекты, движения, в общем, да, я в центре. Так, вот здесь вот шестерка пентаклей, видите, то есть вот чисто, смотрите, здесь открыли двери, и на пороге стоит такой подарочек. И, возможно, вот что касаемо группы девочек, видите, как вот это коллаборация, карта говорит шестерка пентаклей, да, поддержка. А карта смерть может говорить о трансформации, о изменениях. То есть он выступал один, а сейчас вот с группой девочек. Вот четко карты говорят, да. А здесь у нас прям девочки вышли. А еще у него еще будет коллаборация с женщиной на будущее. Так, хотя мы смотрим ближайшее будущее, но вышла у него еще коллаборация с девушкой. И что хочу сказать, BTS это не просто группа, и недаром она нас сплотила, и мы с вами общаемся. И порой даже, допустим, я даже вижу это у блогеров пишут, блин, как вообще, какие мы счастливые, что мы родились именно в тот момент, когда вот сейчас группа BTS, там, допустим, да, их деятельность, с самого начала кто-то есть, блогеры, с самого начала с ними, да, есть фан-сообщества, которые их очень тесно поддерживают. То есть я уже вначале говорила, и благотворительность. То есть реально идет не просто поддержка словами, хотя это тоже большой вклад в их продвижение, да, говорить о них там, к примеру, вот даже в моем лице там видео, и она просто, группа BTS собирает, ну, можно сказать, под своей крышей всех тех людей, которым нужно общение и которые стремятся к этому общению. BTS – это модуль трансформации эпохи, где каждый участник отражает один из архетипов, скажем, больших планет. И 2025 год активирует их карты натальные и дает новую волну развития, более честную, зрелую, духовно осмысленную. И я хочу сказать, армии немного поменялись сейчас. Если вы даже посмотреть по комментариям, что пишут в социуме, то есть мы видим, что армии тоже меняются, что вот, ну, как бы, что касаемо будущего. Ну, а теперь достану для вас всех карту. И для вас, дорогие подписчики, карту. Достану карту для вас, дорогие подписчики. Вы не смотрите, они как бы туда, влево, вправо, в общем, я их так, то так они у меня, то так, в общем. Карта, смотрите, посмотрите на нее внимательно. Такой, кто это? Путешественник. Здесь нарисовано на карте мужичок, он с сумочкой, с багажом. Здесь реальный сундучок стоит, там золотишко, много золотишка. Смотрите, и в сундучке, там, и в мешочке для вас карта. Карта «Ожидайте подарка» или счастливой возможности от друзей. Здесь написано на карте от двух друзей. Почему от двух? От многих друзей. Один будет намного значительнее другого, потому что тут, в принципе, два сундучка. Один мешочек с деньгами там, а второй прям реально сундучок с деньгами. И мужичок пришел с сумочкой забрать эти подарки. Карта вообще написана на карте «Неожиданная радость». Вот такая карта. Видели, какую вам карту достала, дорогие подписчики? Если мы посмотрим, ну, как бы перевернуто значение,
Кто-то пытается завладеть забытой вами собственностью. И, возможно, обратите внимание на это, да, возможно, вы там где-то у друзей зонтик забыли, да, вот и ваш зонтик эксплуатируют. Проверьте ваше состояние и проявите предусмотрительность. То есть пересмотрите, все ли на месте. В общем, вот так. Ну, это не со злого умысла, возможно, просто кому-то было что-то необходимо, да? Но вы проверьте, все равно проверьте. Вот такая для вас карта. Смотрите мои видео. Кто не подписался, подписывайтесь. Всех люблю и всем пока.